Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить очередную модель. И на этот раз я буду строить РСЗО «Ураган». И это будет не просто модель, а модель-талисман с определенной символикой. Надеюсь, это видео будет интересным. Поехали! Запрос на постройку этой модели мне пришел от моего зрителя, и его сын служит на таком урагане с личным именем Ахиллес. А пройти мимо такого запроса я просто не могла, тем более у меня есть поверье, что мои модели становятся ангелами-хранителями настоящих боевых машин, чьими масштабными копиями они являются. Прототипы моих моделей либо до сих пор почти спустя 3 года остаются в строю и продолжают верно нести службу, либо очень сильно выручают свой экипаж. Так было с танком Т-72 Даши из Ельни, с буханкой Софии и с парочкой Уралов. А более подробное видео с моделями-талисманами смотрите у меня в ВК или Рутюбе, все ссылочки будут в описании. А 2 года назад я уже строила подобный ураган, так что на подробном описании набора я здесь останавливаться не буду, а только покажу перевоплощение металла и пластика в Ахиллеса, в талисмана. А купить все необходимое для моделизма вы можете в магазине «Модельная лавка». Там вы всегда сможете найти свежие модели от АВД и не только. А еще там гибкая система скидок и очень удобная доставка. А применяя этот промокод для своей первой покупки, вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ и заодно поддержите регулярность выхода моих видео. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. А после нехитрой сборки я обезжирила модель и загрунтовала из баллончика. Потом черным цветом я нанесла предварительные тени на поверхность модели. А потом настал черед нанести основной цвет, и прошлый мой ураган был окрашен в светлый советский зеленый цвет, то есть боевая машина предстала в образе времен второй половины 20 века, а ураган Ахиллес окрашен уже в более темный зеленый цвет, который характерен для машин российской армии. Видимо, в ходе ремонта советского ветерана его успели перекрасить. Проработки дальнобойной 22 мм системы залпового огня были начаты в конце 1968 года, и первоначально она именовалась как «Град-3». Рассматривалось 2 варианта боевой машины: на шасси автомобиля ЗИЛ-135МЛ с 20 трубчатыми направляющими, или же на шасси гусеничного тягача МТС или же Объект-123 с 24 трубчатыми направляющими. Время ручных работ, и мне предстоит окрасить элементы салона и экстерьера машины. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Бусти. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Бусти есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой телеграм. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на телеграм есть тоже в описании. В состав комплекса 9К57 «Ураган» вошли боевая машина 9П140, транспортно-заряжающая машина 9Т452 и реактивные снаряды. Как боевая машина, так и транспортно-заряжающая машина были созданы на автомобильном шасси ЗИЛ, а в марте 1975 года РСЗО «Ураган» был принят на вооружение. В боевой машине реактивной системы залпового огня направляющие расположены в люльке в 3 ряда и составляют пакет, который крепится к люльке лентами, шпонками и клиньями. Механизмы вертикального и горизонтального наведения имеют электроприводы. Уравновешивающий механизм служит для частичного уравновешивания качающейся части, и он расположен на верхнем станке. Механизм состоит из 2 одинаковых торсионов, которые работают на скручивание. Наведение машины может производиться только после приведения ее в полное боевое положение, а для этого опрокидываются 2 домкрата в кормовой части боевой машины. При наведении электроприводы непрерывно работают не более 5 минут, а повторное включение электропривода производится только после 10-й минуты перерыва. По данным Википедии, в Вооруженных силах Российской Федерации РСЗО «Ураган» стоит на вооружении артиллерийских бригад, общевойсковых армий и артиллерийских полков дивизий. В каждом по одному реактивному артиллерийскому дивизиону, то есть 8 единиц. Батарея имеет в своем составе по 6 боевых машин и транспортно-заряжающих машин, 1 БТР-80 и 1 Урал-4320. В состав дивизиона входят 3 батареи, 1 БТР-80 и 1 Урал-4320, а также 1 ЗИЛ-130, то есть ремонтная мастерская, и 1 РЛС «Зоопарк» для пристрелки и контрбатарейной борьбы. Командные машины дивизиона и батарей оборудованы унифицированным командно-наблюдательным пунктом «Капустник». И также маркером я окрашу отражатели фар. Темно-коричневой жидкой масляной краской я выделю рельеф урагана, а для такого зеленого оттенка отлично подойдет именно коричневая смывка. Смывка – это техника, при которой на поверхность модели наносится специальный состав, обычно на основе масла или акрила, который затем частично удаляется, оставляя пигмент в углублениях и вокруг деталей. Это создает эффект теней и подчеркивает рельеф.
Сейчас я использую смывку практически в каждой своей модели. Для танков и военной техники это способ подчеркнуть грязь и копоть. Для автомобилей выделить линии кузова, для самолетов добавить эффект масляных подтеков. Иногда я комбинирую смывку с другими техниками, такими как сухая кисть или фильтры, чтобы добиться еще большего реализма. Смывка – это не просто метод, это способ вдохнуть жизнь в модель. Она превращает обычную покраску в настоящее искусство, добавляя истории и характер каждой детали. Если вы еще не пробовали эту технику, обязательно сделайте это. Возможно, как и для меня, смывка станет вашим любимым инструментом в создании масштабных моделей. После того, как ураган подсохнет, я приступаю к нанесению опознавательных знаков. Ураган участвовал в киевской операции, и для северной группировки войск был характерен знак В. Его-то я и нанесу кистью. Иначе модели танка стали ее задачей. В маленькой комнате светлый уголок. Даже моделист творит свой мирок. Создает машины с магической силой, чтобы на фронте бойцы были непобедимы. Даша моделист, ее руки. Я заказала декаль с личным именем Ахиллес, потому что кистью выполнять такую надпись я не решилась. Собственно, и перевожу декаль. Масляными точками я завершу образ бывалой боевой машины. Краски и пластик, Даша моделист творит в тишине. Каждый танк и каждая машина становятся броней в бою непобедимой. Даша знает каждый болтик и винт, каждую деталь, каждый важный штрих. В ее руках модели оживают, на фронте бойцов надежно прикрывают. Даша моделист, ее руки творят танки, талисманы, что в бою не горят. Каждая модель с верой и душой создает машины с непобедимой броней. В тишине ночной лампа горит. Даша моделист творит и творит. Каждый болтик и винт, каждый штрих становятся броней для солдат живых. Секреты войны в ее руках. Модели оживают, защищая в боях. С верой в победу и сердцем большим. Даша моделист творит с огнем душой своим. Даша моделист, ее руки творят танки, талисманы, что в бою не горят. Каждая модель с верой и душой создает машины с непобедимой броней. Каждой детали ее сила и А сухой кистью я выделю богатый рельеф урагана. защиту, чтоб врагу не попасть. Волшебные танки, что защищают в бою, становятся щитом для солдат в строю. Даша моделист с огнем в глазах строит танки, что страху не подвластны в боях. С любовью и честью в каждой детали становятся щитом для героев в бою. Модели ее — это больше, чем труд. Они приносят бой. Пигментом цвета сажа сымитирую следы работы ракетных двигателей. Обратите внимание, что ракеты выходят из задней части пусковой установки. А пигментами я покажу следы пыли земли киевской. В тишине ночной лампа горит. Даша моделист творит и творит. Каждый болтик и винт, каждый штрих становятся броней для солдат живых. Секреты войны в ее руках. Модели оживают, защищая в боях. С верой в победу и сердцем большим. Даша моделист творит с огнем в душе своей. И вот такая машина у меня получилась. И это очень интересный ураган с именем Ахиллес. И надеюсь, что эта модель талисман также послужит своему хозяину добрую службу настоящим талисманом. Надеюсь, это видео вам понравилось. До новых встреч. Пока-пока. Даша
наша моделист, ее руки творят танки, талисманы, что в бою не горят. Каждая модель с верой и душой создает машины с непобедимой броней. Тонкие кисти, краски и пластик наша моделист творит в тишине. Каждый танк и каждая машина становятся броней в бою непобедимой. Даже знает каждый болтик и винт, каждую деталь, каждый важный штрих.